Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Я приветствую вас на моем канале «Частное мнение русского немца». Сегодня поговорим о семье Винг. Она выпустила новый фильм с названием «Наш первый стрим». В первых минутах этого ролика я хочу вас попросить, чтобы вы подписались. Ну и, конечно, поставили лайк, написали комментарий, поделились этим роликом, ну и нажали на колокольчик. Я думал, что фамилия Винг, она несет пропаганду. Но теперь я заметил, что эта фамилия Винг еще и необразованная. Я понял только одно, что у них нету интереса ни к чему. Почему я это так говорю? Потому что они в этом стриме рассказали, маленькому ребенку было бы понятно, что они там врут. Когда Эдуард сказал, что они переехали из-за детей, я так про себя подумал. Такие люди, как вот Эдуард и Валентина, без Allgemeinbildung можно как-то еще понять и простить, что они такое сказали. Но когда я весь стрим прослушал, я только одно понял, что они уехали, потому что они получили проблемы с Югендамтом, ювеналкой. Почему я так подумал? Потому что Эдуард, знаете, так сильно рявкнул на своего ребенка один раз, и потом на второго ребенка тоже рявкнул капитально, так, знаете, так хорошо так рявкнул. И понимаете, если он уже в открытую это делает, что случается, если камера не включенная? Как вы думаете? Конечно, может быть, я ошибаюсь, может быть, это нормальные вещи, но мне кажется, это ненормальные вещи. Вот так рявкать на своих детей, на собственных. Ну и теперь это моя вторая мысль, что они переехали не из-за детей, чтобы защитить детей от чего-то. Они переехали из-за того, что они себя сами защитить хотели, и чтобы у них детей не отобрали. Ну, это опять только мое мнение. Если кому-то оно не нравится, можете свое мнение сказать. Я тоже хочу его послушать. Когда Эдуард потом сказал, что город Краснодар очень хороший город, меня чуть не передернуло. Он, наверное, в Краснодаре ни разу не был. И не видел, что в Краснодаре творится. Переполненные школы, переполненные дороги и все остальное переполненное. Если вы блогера Южанина смотрите, вот он показывал, как вода затекает в дома, в многоэтажки. Или если вы Варламова смотрели, он показывал, как там лужи стоят в микрорайоне музыкальном. Там вот просто озеро стояло, там не лужа стояла, там озеро стояло. Прямо вот на дороге. Я когда это увидел, я так про себя подумал. О, как хорошо, что у меня большая машина. На моей машине я бы там проехал бы. А потом, когда я увидел, как один на Geländewagen Мерседес там проезжал, я когда это увидел, что он с дверями под воду ушел, что там где-то четвертая часть от дверцы в воде стояла, я подумал, я на моей машине там не смогу проехать. Она тоже высокая у меня, но не такая высокая, как Мерседес. А вы знаете, я вам сейчас что-то расскажу. Я вот когда смотрел все вот эти ролики от Варламова, как он показывал Краснодар, вот это музыкальный. Я вот когда это все смотрел, я так про себя думал. В Германии ты-то не найдешь лужу. Там только маленькие лужицы в Германии. А тут были такие, знаете, целые озера. Я думал, вот тут я смогу провести проверку моей машины, как она работает. Но ничего не получилось, потому что дед старый войну открыл.
Понимаете, если бы этот дед старый, вот эти деньги, которые он сейчас расходует на войну, израсходовал бы на эти все дороги, которые, например, даже в этом Краснодаре, он бы, наверное, эти дороги золотыми мог бы выложить. Эти дороги были бы такие прекрасные. Знаете, а потом, когда Эдуард сказал, что, мол, он бы остался в Германии, если бы не дети, то мне так показалось, что ему плевать на все эти ЛГБТ. Так что это только одна проблема, почему они переехали. Они получили проблемы с ювеналкой. А потом было интересно, когда Валентина сказала, что она уже все про Германию забыла. Ну, знаете, так интересно. Она все про Германию забыла, говорит. Но только постоянно что-то про Германию рассказывает. Это так интересно. Ну а потом пошло опять про школу, что, мол, в Германии школы совсем плохие. Ну да, этого я что-то не могу понять и не увидеть. Вот скажите, какие люди зарабатывают больше денег? Которые учились в России или которые учились где-нибудь в Германии? Мы возьмем сейчас простых рабочих. Где зарабатывают больше? Напишите в комментариях. Putzfrau, also уборщицу мы уже как-то обсуждали. А теперь напишите, как рабочие зарабатывают. Только рабочие, которые работают полный рабочий день, в Германии полный рабочий день считается 8 часов. Вот сколько заработает человек в России за 8 часов. Но потом еще скажите, где выпускают самые лучшие автомобили? И потом еще скажите, где выпускают самые лучшие станки? Или какое качество ценится больше всего? Российское или германское? Вот скажите, напишите в комментариях. И почему все эти перебежчики тянут свои вещи из Германии в Россию? Также можно сказать, что эти все вещи можно купить где-нибудь в России. Почему они все вещи тянут с Германии в Россию? Возьмите Татьяну Алексееву. Она телевизор с собой привезла. Она с собой машину привезла. Или возьмите потом эту Олесю. Они тоже машину привезли. Они полную машину. Потом прицеп загрузили. Тоже привезли. Все привезли. Ну а потом, когда Эдуард стал рассказывать, что, мол, социальную хильфу дают такую большую, социальную помощь дают такую большую, что люди по 20 лет, которые отработали в фирмах, бросают свои профессии и идут и получают социальную хильфу, also помощь социальную. А потом, когда Эдуард стал рассказывать, что, мол, в Германии сейчас такие большие социальные дают, что люди со стажем 20 лет уходят с работы и остаются дома, потому что они там больше зарабатывают, чем если на работе работать. Вот тут он чистую чепуху рассказал. Просто чепуха была это, что он рассказал. Почему я так говорю, я вам сейчас объясню. Потому что в Германии, если ты 20 лет отработал, ты получаешь сперва Arbeitslosenversicherung, Arbeitslosengeld. Это наподобие пособия по безработным. Или еще можно сказать пособие по безработице. Ну и, конечно, он забыл добавить, что если ты 20 лет проработал, у тебя что-то сэкономилось, и у тебя это где-то лежит на книжке, значит, социальный амт приходит и говорит, давайте-ка нам эти деньги. И сперва будете эти деньги прокушивать, а потом получите опять деньги от социала. Ну и, конечно, если человек сам уйдет с работы, он никакую социальную хильфу не будет получать, also никакую социальную помощь не будет получать. Вот так оно. Ну а потом, когда он стал рассказывать про русофобию, вы знаете, такую чепуху рассказывать на всю страну, это ужас.
Да, бывает, что ты с коллегами ругаешься. А где этого не бывает? Где этого не бывает? Человек должен быть коммуникабельный. И если он коммуникабельный, тогда ему будет и лучше жить. А Эдуард, наверное, не был коммуникабельный и не смог найти общий язык со своими коллегами на работе. А может, было даже так, что он немецкого языка не знал. А что будет, если сейчас ребенка призовут? Они, наверное, тогда возьмут вторые документы, развернутся и поедут обратно. Мне кажется, у сына и у Эдуарда остались германские гражданства. А как вам кажется? Если у вас другое мнение, то напишите в комментариях. Ну а потом, когда он стал рассказывать про недвижимость, я так и не понял, про какую недвижимость он говорит. Если он про Германию говорит, что в Германии надо 3 года прожить или 5 лет прожить, чтобы можно было свободно квартиру продать или дом, то это неправильно. Потому что в Германии, если ты сам живешь в этой квартире, то ты ее можешь продать без проблем. Если ты ее в аренду сдаешь, то тебе надо 10 лет ждать, и потом ты можешь ее продать, если у тебя там, например, гевин есть, also выручка есть, или прибавка, или как это называется. А в России, как я знаю, надо 5 лет ждать. А они там начали рассказывать про 2 года, про 3 года. Как я знаю, даже если ты в этой квартире живешь, тебе надо 5 лет ждать, а потом ты можешь эту квартиру продавать. Ну а потом про очереди в детских клиниках, когда он стал рассказывать, говорит, в детских клиниках очереди, потому что в России так много детей. Тут я начал смеяться. Знаете, если очереди в клиниках, значит надо больше строить клиник, а не находить причины в детях, что родители их чересчур много рожают. А то Путин обидится на нового гражданина. Знаете, мне понравилось, когда Эдуард сказал, что его дети знают лучше английский язык, чем рабочие, которые работают в аэропорту в Турции. Так что это значит? Значит, образование в Германии все равно не такое плохое, как Эдуард постоянно рассказывает. Но еще мне хочется сказать, когда он сказал, что цены на недвижимость в Германии упали из-за того, что столько много русских немцев поехало обратно. Да, тут он переборщил. Ну а теперь я с вами попрощаюсь, скажу всего хорошего. Ну и, конечно, попрошу вас подписаться, поставить лайк, написать комментарий, ну и поделиться этим роликом. Dankeschön. Спасибо за просмотр.